45-й урок «Психологический портрет». Не случайно в академиях приглашают пожилых натурщиков для рисования и живописи портрета. Это важнейший этап в обучении, потому что у пожилого человека очень ярко просматривается череп, его устройство. Художник обязательно должен видеть, что внутри, иначе получится вяло, как сосиска нарисованная. Все должно быть конкретно. Об этом урок. Как писать портрет конкретно. Странное слово, может быть, даже не очень понятное, но именно конкретностью отличаются профессиональные работы от дилетантских. Урок с практическими объяснениями каждого мазка. Откуда, что берется, куда кладется и почему. 45-й урок. Психологический портрет. Валерий Коваль. Давно смотрю ваши видео. Школа искусств занимает от 5 до 12 лет. Чтобы стать мастером, описать выдающиеся, нужно еще больше времени и ежедневного труда. Согласен абсолютно. Как ваши видеоуроки уложить в эту временную шкалу? Как уложить уровень ваш на уровень начинающих и, может, инфантильных людей? Вы-то знаете, а они нет. Вряд ли ваши уроки покупают выходцы из Репинки или Мухи. Кто ваш потребитель, как маркет-проект вашей деятельности очень хороша, наверное, но как образовательный проект, 4 вопросительных знака, очень сомневаюсь. Вы знаете, мое дело, Валерий, делиться тем, чем я хочу поделиться, и тем, что ощущаю внутри. Если у меня что-то там получается, я рассказываю, не стесняясь. И дальше нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Мое дело говорить это слово. А дальше, давайте будем честными. Почитайте отзывы. У нас все по-честному, которые есть на сайте. И потом, столько уже учеников, студентов прошли через всякие мои классы. Я вижу, многие из них профессионалы, они выставляются вместе с маститыми художниками. Это не отличить, это очень серьезные прорывы. Мы не знаем, кто придет первым. Последняя лошадка может так разогнаться, что и не остановишь, будет первый на финише. Инфантильный человек, не инфантильный. Все, кому нужно знание, притягиваются. Очень все просто. Одно слово, проверено мною, моим опытом, может изменить вообще понимание живописи, но и, следовательно, жизнь. Одно слово, сказанное точно в нужное место положено. Произнесенное, проговоренное. Таких открытий у меня по этому одному слову было столько, я даже сейчас не могу вспомнить, какое именно поворачивает меня в сторону понимания живописи, поворачивало много раз. Да, это была моя ошибка, заблуждение, что я окончил там академию, я уже такой маститый художник, да еще на выставках так все это распродавалось в 90-е еще. Тут же все разлеталось по коллекционерам. И я так возгордился, думаю, я все могу. Но когда ты в мастерской себя-то не обманешь, как трудно даются какие-то работы, они могут десятилетиями стоять, незаконченными, потому что ты не знаешь как. И все это длится, и через какие-то там 30 лет ты наконец-то понимаешь, как это делать и почему это так было трудно, а теперь легко. Путь художника чрезвычайно сложный, 100 раз об этом говорил. И более того, если уж человек решил, душа-то просит, ты занимаешься, не знаю, деньги зарабатываешь 40 лет, а потом вдруг этот зов тебе настолько сильный, и что его останавливать нельзя, это же душа просит, она развивается через это. Заглушить любовь нельзя. Болячки будут. Да, ежедневный труд. Я часто приводил пример Рахманинова, который занимался ежедневно 5 часов в день гаммы упражнения. 5 часов каждый день. И это его, еще раз произнесу знаменитая фраза: если я не играю один день, замечаю я. Если я не играю 2 дня, замечают мои друзья. Если я не играю эти 5 часов в день, 3 дня, замечают зрители. Это ежедневный труд, и этот труд художника, того человека, кто решил,
кто хочет, у кого есть такое вот сильное желание, зов. Это не мое дело. Я произношу, я показываю, я приглашаю на классы, я делаю там видеоуроки. Я вижу, как это помогает. Написал картину, все, она мне не принадлежит, как и эти слова мои показы. Оно работает само собой, как картина на выставке повешена. Все, ты сделал ее, повесил. Дальше дело не твое. Как она там будет? Кто ее будет покупать, не покупать, где она там будет на перекладных где-то кататься, показываться. Кто к ней подойдет, как посмотрит. Друзья, семинар в Гурзуфе состоится. Я билеты купил. С 1 по 5 число мая первая группа. И с 7 по 11 вторая группа. Не будем останавливаться, не будем отчаиваться. Живопись – это спасение. Пишите на WhatsApp, я вас включу в группу. Александр Творец, стоит ли излишне увлекаться неожиданными цветовыми решениями, когда натура хороша настолько, что достойна именно реалистического подхода к ней? Все-таки Строгановка за плечами. Не выглядит ли порой излишне творческая интерпретация натуры неуважительным отношением к тому, чем одарила ее природа? Какой красивый слог, Александр. И тем не менее, творчество – это всегда поиск нового решения. Ну, засматриваются же тысячи, миллионы людей на работы Модельяне, Климта, например. Там не все так идеально, это придумано, там какие-то вытянутые, или Грека, вытянутые какие-то пропорции, длинные пальцы, и анатомия там где-то нарушена. Но ведь это находка, это не отражение впрямую, это не списывание, не срисовывание, не фотографическое отображение реальности, даже если это красивая модель, девушка, человек. Это пропитано ощущением художника, его впечатления от увиденного ложатся на холст какими-то красками. Он показывает, что, ребята, это всего лишь холст, и это всего лишь краска, и это иллюзия, и это мое впечатление, это моя фантазия на эту тему. Это просто такая игра, условность. Я считаю, что в этом нет неуважения к модели. Это создание новой реальности. Да, реальность, конечно, ее можно так отретушировать, так отрисовать, так живописно все сделать, что и не отличить, ну как живая. А можно сделать новую реальность на основе этой. Ну, пейзажи Сезанна, натюрморты Матисса, я не знаю, Мане. Но это же все равно впечатление. У кого-то есть контур, у кого-то какая-то техника такая своеобразная, но мы узнаем эти места, они просто другие, они не списаны, они не срисованы под копирку, по прям, я не знаю, как фотографично человек видит. Они сочинены, как музыка. Вот ничего ж нет сейчас кругом. Вот тишина, там снег падает или трава шелестит. А человек сел за какой-то инструмент и бум-бум-бум нажал какие-то ноты. И появилась мелодия из ничего, из пустоты. Это же новая реальность, согласитесь. Я просто бя-бя-бя-бя-бя-бя. Ну а вы сочинили целую поэзию. Как это звучит? Излишне творческой интерпретации натуры, неуважительным отношением к тому, чем одарила ее природа. Это же поэзия. Можно же просто было сказать, что чудак ты человек на букву «М». Чего ты вообще творишь? Ты хоть думаешь, что это такое? Мазурик мазню развел. Ну, можно же и так, а можно элегантно все это преподать. Это же музыка. Я за музыку в живописи, за новую реальность, уникальную. То есть это произведение в единственном экземпляре. Другого такого нет и никогда не было. Для тех, кто вживую хочет позаниматься портретом, 23 апреля я провожу классы в Москве. Приезжайте, даже если вы не живете в Москве, может быть, в пригородах. Друзья, я проведу мастер-класс по живописи портрета. Женский образ.
23 апреля в 12:30 начнем работать, в 16 часов закончим. Москва, студия недалеко от Таганки. Приходите со своими материалами. Я буду работать маслом, вы тоже можете работать маслом, любым материалом. Темпера, гуашь, акварель, что угодно, акрил. В студии есть планшеты, стулья, мольберты. Я смогу взять не более 12 человек, так что записывайтесь, шлите заявки на WhatsApp, там будет закрытая группа, и мы обсудим детали.